Возьмите ручку между средним, указательным и большим пальцами так, как показано на видео. При этом длинная часть ручки смотрит вверх. Это начальная позиция выполнения трюка. Следующий этап изучения. Учимся толкать ручку. Для того, чтобы она сделала оборот, согните указательный палец и как будто поцарапайте ручку. Благодаря этому ручка начнет вращение вокруг большого пальца. Следующий этап изучения. В то время, когда ручка делает оборот, отодвиньте немного большой палец. Это нужно для более удобного выполнения оборота. Вот так должны двигаться пальцы. Важно, чтобы ручка делала оборот на второй, тыльной фаланге большого пальца. Так легче выполнять трюк. Четвертый этап изучения. Нужно поймать ручку. Когда ручка сделала практически полный оборот, нужно приподнять немного указательный палец. Благодаря этому ручка залетит между указательным и средним пальцем. Важно найти правильную силу толчка. Если толкнуть слишком легко, ручка не сделает оборот. Если слишком сильно, ручка улетит в другой конец комнаты. Нужно найти золотую середину. С практикой вы обязательно ее найдете. Удачи в изучении!